Привет, друзья! Вы смотрите реальный тест-драйв электротрайка Skyboard BR40 3000 Pro Fast Off-Road серийного производства на внедорожной резине стоковой комплектации. В подборе локации я доверился коллеге по съемочному цеху, отправившись вместе с ним в незнакомую для меня местность, что в итоге обернулось немалым количеством сюрпризов. Какие трудности поджидали нас впереди, что отвалилось во время поездки и чем действительно смог удивить новый электротрайк 2021 года, вы увидите прямо сейчас. Трехколесный электроскутер Citycoca Skyboard BR40 на 72 вольта с возможностью установки сразу 3 аккумуляторов для увеличения пробега до 135 км без подзарядки. Запасайтесь вкусняшками и подписывайтесь на канал. Впереди, как всегда, очень много интересного. Старт поездки на классической грунтовой дороге. Нагрузка с учетом 2 человек и съемочным оборудованием составляет порядка 190 кг. При этом электротрайк довольно бодро трогается и набирает скорость. Сразу за поворотом становится ясно, прогулка не будет томной. На нашем пути появляются кочки, ухабы и ямы, щедро усыпанные битыми камнями вперемешку с песком, и выглядывающие из-под всей этой красоты бетонные плиты с редкой арматурной щетиной. Первая встречная лужа весело плюнула в камеру грязью, а появившийся вскоре по правую руку обрыв идеально дополнил картину. Тест-драйв начался. Благодаря тракторному протектору электротрайк легко находит за что зацепиться и чувствует себя словно рыба в воде. Стабильность управления, уверенный набор скорости и высокая устойчивость во время поездки без скольжения и заносов также дают понять, что этот трехколесный электроскутер оказался в естественной среде своего обитания. Но справедливости ради необходимо отметить, что для Skyboard BR40, согласно ПДД России, разрешается выезд и эксплуатация на дорогах общего пользования в статусе мопеда, без номеров, без страховки, налогов и даже бензина. Единственное, что вы обязаны иметь при себе и предъявлять для проверки, это действующее водительское удостоверение любой, абсолютно любой категории. Кстати, для комфортной езды по асфальту резину с тракторным протектором лучше сменить на шоссейную. Но продолжим тест-драйв. Первое испытание на тяговитость в условиях рыхлого грунта. Мощность электродвигателя, установленного на задней оси, по заявлению производителя составляет 3000 Вт, и это очень похоже на правду. Трехколесный электроскутер, имеющий собственный вес порядка 115 кг, плюс мои 84, не просто едет по рыхлому песку, раскидывая его на старте, но и набирает скорость. Изначально темой данного видео являлось жесткое испытание электротрайка на прочность, шарахнуть им в дерево, ну или на крайняк скинуть с обрыва. Но ощутив мощность нового Citycoca BR40 и прикидывая его возможности на бездорожье, вообще огонь! Я очень быстро поймал кураж и даже не сразу заметил, как варварская идея уничтожить электротрайк сдохла под натиском любопытства. Вот это да, слушай! Я не ожидал, реально! Один хрен копает. Он прям прет и едет. Офигеть, трактор. Ха-ха, круто. Блин, ребят, он прет, конечно, прям вообще просто мега-монстр. Тут песок очень глубокий. Офигенно вообще.
После шоссейных электроскутеров и спокойных поездок в городском потоке у меня появилась редкая возможность покататься на действительно мощном электротрайке с тракторным протектором в самом идеальном для этого месте – на трассе для мотокросса. И с учетом смены тематики видео, попытки что-либо сломать специально просто потеряли смысл и даже наоборот. Теперь я подошел к затее с позиции реального владельца, купившего трехколесный электроскутер на свои кровно заработанные. И передо мной стоит две основных задачи. Первая – получить максимальное удовольствие на протяжении всего тест-драйва. И второе – свести к минимуму, а в идеале полностью исключить возможность расходов на ремонт или восстановление электротрайка после поездки. Я поехал снимать и откручивать то, что может либо помешать мне наслаждаться поездкой, либо попросту будет считаться неоправданным риском в условиях агрессивной езды. Первым делом скрутил зеркала, исключив возможность даже на долю секунды потерять из вида несущейся навстречу канавы и увеличив общий обзор. Кстати, в случае падения зеркала обычно страдают в первую очередь. И вторым пунктом я снял оба задних крыла, так как в условиях данной поездки минусов от их наличия гораздо больше, чем плюсов. Забившаяся грязь, разболтавшиеся крепления, шум во время прыжков, лишние вибрации, колебания и тому подобное могут испортить настроение в самый неподходящий момент. А если вы уверены, что при агрессивной манере езды по бездорожью крылья обязаны защитить вас от грязи, то вам категорически запрещено смотреть данное видео дальше. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на... В идеале нужно было снять абсолютно все, что не имеет отношения к акселератору и тормозной системе. Благодаря моей спешке у вас будет возможность собственными глазами оценить не только процессы, но и печальные последствия подобного рода действий. В предвкушении драйва и смачной порции адреналина захотелось выкрутить ручку акселератора до упора и, превратившись в шаровую молнию, рысачить по трассе как оголтелый. После падения Skyboard BR40 поехал как ни в чем не бывало. Хорошо, что заранее снял зеркала и задние крылья. После падения поели, парни. Да то вкусно. Вообще огонь. Топчик, ребят, подписываемся на канал, оставляем комментарий. Однако от удара сместилась главная фара и ЖК-дисплей, так что пришлось возвращаться к машине, чтобы подтянуть и поставить все на свои места. Самое серьезное повреждение получил задний габарит, лопнул корпус и отлетело защитное стекло. Причем, как ни странно, лампочка осталась целая и полностью в рабочем состоянии. Учитывая широко расставленные колеса на задней оси, на первый взгляд трехколесный электроскутер кажется неповоротливым и громоздким. Однако Skyboard BR40 смог удивить способностью пролезать в настолько узкие места и проемы, что со стороны физики и геометрии выглядит как чистой воды издевательство. И по мере дальнейшего просмотра тест-драйва вы увидите данные выкрутасы и оцените самостоятельно.
О да, друзья, зрелище не из приятных. Я попросту про него забыл. С учетом конструктивной особенности электротрайка, во время быстрых поездок на бездорожье все резкие перемещения по вертикали от прыжка до приземления отражаются в виде хвостового удара на заднем модуле электроскутера. По факту весь вынос крепления нужно было снять вместе с крыльями и зеркалами. Ну что ж, он уже открутился самостоятельно. Радует, что остался целым и невредимым. Впереди еще будет идентичная ситуация, но деталь уже получит критические повреждения. Все, что было ранее, лишь разогрев и прелюдия. Впереди тот самый агрессивный тест-драйв. К этому моменту электротрайк избавился практически от всех лишних деталей, которые имеют пользу исключительно при спокойных поездках на дальние расстояния, но словно панцирь, стесняющих его свободу в движении и скрывая всю красоту истинного легкоатлета. Вы самостоятельно и по достоинству сможете оценить особенности управления, динамику, устойчивость, маневренность и другие ходовые параметры трехколесного электроскутера Skyboard BR40. Мои комментарии будут излишни.
дерево, туда, в него. До сих пор тут валяется. Вниз? Не, вот туда, вот здесь дерево лежит, налево. О, хуйня. Вот тут. Мы так увидимся. Вернее, клиренс маленький, да? Это было по левой. Сиди. Едем. Слева поровнее было. Как раз и кемпинг проехали. Ух ты. Мы вышли из бухты. Да, тут заеб... Ах ты. Мы вышли из шахты. Пройди, погнали. На, держи, снимай. Что делать? Снимай. Вот, Да. Ну вот, видишь? что снимать? Вот. Все, что видишь, все снимай. Сейчас только выставлю немножко. Света побольше. Единичку. Во. Я в корягу уперся, я ее сейчас преодолею. Я заеду. Давай, дружок. Движок отсняли. Всегда хотел двигатель поснимать. Да времени не хватало. Давай вот в это тогда. Куда-то он должен заехать. Нифига себе, заехал!
А, прикольно. Давай на обратном пути. Подъемчики хорошие. Самое прикольное, что он тянет по лесу, по песку. То есть вверх, в горку, еще и по песку. Это просто прелестно. А таз вообще, ребят, огонь. Так о чем мы еще не в поле, я не пойму. Именно об этом я и говорил. В идеале бы снять крепление вовсе. Он отломался от вибрации. Но для меня оно просто необходимо, так как с телефона я постоянно управляю настройкой и занимаюсь мониторингом камер, имеющих другой ракурс съемки. И лишить себя возможности такого управления я просто не имею права, чтобы потом показать вам самые красивые, нелепые или странные кадры. И все же нужно отдать должное, держатель для телефона уже выдержал очень много. Начиная с падения, продолжая жесткими прыжками на трамплинах и заканчивая постоянным воздействием вибраций, все равно продолжает цепляться за электротрайк, раскачиваясь на последней сопле. Кстати, интересно, что с ним в итоге будет к концу тест-драйва. Я даже телефон пока вынимать не буду ради любопытства. Чтобы проверить логику своего мышления или уровень интуиции, в зависимости от того, чем вы руководствуетесь по жизни, остановите видео, напишите в комментариях свой прогноз для крепления. Какая участь его постигнет? Фантазировать можно до бесконечности. Слушай, у нас двоих по песку хорошо. Сколько ты весишь? Я 80, ну как ты, наверное? Ну, я 84 сейчас вешу. Я где-то так, вот. Давай, детка. Офигенно, он прет, слушай. Да. Прямо. Даже будет глядеть не хочешь. Вау. Офигеть! Да, вот. Вот это у него дури! На таком протекторе! Да, парни, дайте газу! Записал? Нет. Ну, кто попишет? Там снизу камера есть.
Там камеру заживало вообще. Твою мать! Я назад. Твою мать! Надо было просто его перенести. Я в свое поле. Поехали назад. Да я там не проеду. Потому что. Здесь, что там, блин. Я тут вообще нигде не проеду. Там болото. Там тоже не пробраться. Где поле? Ты за... Ну, нахуй, надо как-то туда проехать. Куда? Туда, тут вот там, нахуй. Да твою ж. Вот самое главное, аккуратненько. Так, корешочек.
зато незабываемые ощущения. Это точно. Так, вот эти погоди. Ты тут годи, сидеть. Едем. Ты меня сюда завел. Или в твою машину потом садиться. Просто хоть не в метро поеду, было бы стыдно. Срался. Тут мы можем... Яля, мы не можем застрять. Чтобы все было в день. О, блин. Эпично идем. Мне трава леща дала. Это тебе за такую прогулку. Не то слово. Меня удивляет, что он едет. Тут по прямой. Красота. Базовая конструкция трехколесного электроскутера Skyboard VR40 Offroad предусматривает 3 штатных отсека для возможности одновременной установки 3 72-вольтовых аккумуляторов по 18 ампер-часов. Заводская комплектация предусматривает один установленный аккумулятор, которого по заявлению производителя хватает для поездки на расстояние до 45 километров. А теперь внимание! Стоимость зарядки электроскутера на 100 километров пути в Москве от обычной домашней сети на 220 вольт, в гараже, в квартире, на даче или от соседского счетчика. Чтобы проехать 100 км на электроскутере при средних нагрузках и крейсерской скорости до 50 км в час, достаточно 3 киловатт-часов. Самая высокая цена за 1 киловатт в Москве – 7 рублей 10 копеек. Это если беситься с жиру и заряжать аккумулятор в доме с газовой плитой по трехтарифному счетчику с 7 до 10 утра или с 5 до 9 вечера, то есть 21 рубль 3 копейки за 100 километров пути. Самая низкая стоимость на аналогичном счетчике ночью с 23:00 до 7 часов утра 2 рубля 48 копеек за киловатт. Обычно адекватные люди заряжают все свои гаджеты, в том числе и электротранспорт, именно ночью, чтобы в течение дня быть на связи и спокойно ездить по делам. 7 рублей 44 копейки в среднем тратит владелец электроскутера за 100 километров пути. Также ему не нужны номера, постановка на учет, он не платит налогов, госпошлин, ему не нужна страховка и постоянное ТО. У владельцев электроскутеров не болит голова по поводу горюче-смазочных материалов. Многие не парятся даже по поводу зимнего хранения, так как электроскутер не пахнет. Его можно поставить в квартире или на лестничной клетке в качестве выставочного экспоната, а в разобранном виде хоть на антресоль закидывай. Информацию по богатой штатной комплектации электротрайка можно узнать на сайте производителя, все ссылки будут в описании к видео.
Однако, как показал тест-драйв, для агрессивных покатушек без выезда на дороге общего пользования комплектация все же избыточна. И чтобы вас не раздражал посторонний шум трясущихся деталей или грохот инструментов в багажнике, снимайте с трехколесного электроскутера все по максималке. Главное, чтобы электротрайк разгонялся и останавливался. Хотя наличие тормозов, как и защитной экипировки, сугубо индивидуальное решение. У каждого есть право на свою премию Дарвина. Что касается цены внедорожного электроскутера Skyborg BR40, на момент съемки тест-драйва она составляет 125 900 рублей. Актуальную цену на момент просмотра вы всегда можете посмотреть на официальном сайте производителя, пройдя по ссылке в описании к этому ролику. На случай, если хотите пройти бесплатный тест-драйв перед покупкой или просто познакомиться с электроскутерами Skyborg вживую, на сайте можно выбрать и профессиональный магазин электротранспорта из списка зарекомендовавших себя на рынке в 2021 году в России или за рубежом. С вами был Роман, испытатель электротранспорта. Спасибо за просмотр, вы самые классные. До новых встреч на просторах Ютуба. Сука. Меня. Извини. Зато кадр.